Здравствуйте. Сегодня посмотрим интересную очень партию, которую играл многократный чемпион мира Харм Вилсма в клубном чемпионате Нидерландов. Вот в этом клубном чемпионате Нидерландов я хочу подчеркнуть, в сентябре месяце это был второй тур. И вот перед этим я хочу рассказать интересную историю, которая с нами приключилась в начале 90-х годов, и как Харм Вилсма помог нам виртуально. Но он об этом до сих пор, наверное, не знает. Но история такая достаточно поучительная была. Мы ехали играть, я думаю, что за клубы все-таки, может, на какое-то другое соревнование. И вот тогда еще была таможня между Германией и Нидерландами, и проверяли тщательно паспорта наши. И наши, и не наши тщательно проверяли, достаточно задавали много вопросов. Ну, естественно, тогда вот распался Советский Союз, большой поток достаточно был иностранцев, и ехали не только с бывшего Советского Союза, но и со многих республик. Тогда такой период был достаточно интересный, период нашей истории. И проверяли достаточно тщательно, и тоже я думал, что будут проблемы. И тем более еще момент такой, что с языком было очень плохо. Почему-то и знания английского, я честно скажу, в школе были никакие. Литературы тогда не было, насколько вы помните. Это сейчас молодежи не понять, когда есть интернет, и есть многочисленные курсы, и все остальное и тому подобное. То есть сейчас, конечно, если изучать язык, то все карты, можно сказать, в руке. Поэтому. Но вот я вернусь к таможнику, то есть крутил наши паспорта, и потом спрашивает, куда вы едете. Тут я на смешанном, как всегда, английско-голландском сказал, что едем играть в шашки туда-сюда. Он обрадовался, говорит, Харма Вилсму знаете? Я говорю, да, знаем, конечно, он там что-то сказал, там чемпион мира, это вот я понимал, это я мог сказать, туда-сюда. Он тогда страшно обрадовался, говорит, да, он со мной в одном городе живет, и вот он, тогда я помню, быстренько открыл паспорт и прошлепал, и и счастливо ушел дальше проверять паспорта эти, то есть он нам, можно сказать, помог избавиться от лишних неприятностей, от лишних вопросов. И теперь давайте непосредственно перейдем к этой партии. Что я вам еще хочу отметить вот перед партией. Почему я люблю клубный чемпионат Нидерландов? Потому что играется по одной партии, и вот когда играется одна партия, в возможности максимально, можно сказать, сыграть эту партию очень большие. И очень много хороших партий. В частности, вот по Харму Вилсме было, насколько вы помните, пару лет назад, когда мне еще выходили те видео, то есть там было просто творческая какая-то фантастика, я бы сказал. То есть сумасшедшие партии по красоте были, по идеям. То есть понятно, для меня на всякий случай понятно, что турнир бы он не сыграл так хорошо, как он тут играет крупные эти партии. Может быть, турнир, одну, может, от силы, две партии бы он хороших очень сыграл. То есть кто-то со мной не согласится, но вот я как практика, как тренер скажу, что так бы и было. А вот когда клубный чемпионат Нидерландов, то есть, у него сезоны там сумасшедшие просто творческие шли, и очень сильная игра была. Давайте смотреть партию. Сначала, можно сказать, не партия, а анонс партии будет. Вот здесь 35-30 был ход, 35-30, и вот уже по картинке вы будете видеть, что партия очень интересная, то есть осложнение и будут интересные идеи. Хотя партия, я скажу, неоднозначная. Тут я посмотрел ее, наверное, достаточно много не супер ходов, можно сказать, было. У черных достаточно много плохих, я думаю, ходов, но
Позиция сложная, и вот в этом и весь Харм Вилсма, что он играет сложная позиция, а в сложных позициях ошибаются, как правило, обе стороны, и вот он, как правило, в этих позициях чувствует себя, ну, как рыба в воде, можно сказать. Давайте посмотрим сначала. Ну, вот здесь такой кол получился, покуда закрыты. Ну, вот играют. Позиция, с одной стороны, не такая красивая у белых, а с другой стороны, у черных, видите, тоже нету шашек. Шашки, покуда расположены тут на флангах, но это покуда структура помогает работать. Почему? Потому что на 32-28 есть размен. То есть эту структуру, в принципе, зафиксировать сейчас невозможно. Ну, играют во многих коловых позициях играют, точнее сказать, многие коловые позиции играют с этой структурой. И она, то есть, если ее не зафиксировать, достаточно хорошая в этих позициях. Но вот покуда здесь, конечно, шашек не хватает, поэтому позиция у черных не очень хорошая. Но опять, вот как я уже сказал, 32-28 возможен размен, и позиции там потом будут атаковать. Она может, во-первых, упроститься, во-вторых, могут как-то воздействовать на эту структуру. Далее, вот видите, 40, так, подождите, я перескочил, давайте здесь хочу еще объяснить чуть-чуть. 40-35. Идея такая, ход достаточно острый, считаю, острый, и вот этот ход именно на игру. Даже если вот этих ходов не делать, то, допустим, 42 опять, ну, будет вот этот ход. То есть здесь уже, видите, вот эта вот структура очень большая, то есть она покуда не работающая. Можно, конечно, поменяться, но, допустим, сюда будут нападать, тоже вот это все будет работать. И непонятно тут, в чью это все пользу сложится, и она будет достаточно острая. То есть можно 4-10, потом можно, если атаковать, можно и 2-8. Но 2-8, если ходить, то лишаемся разменов. Это очень ответственный ход. Но можно, то есть надо считать позиции, в общем. Играть, она достаточно интересна. Так, я хочу, может, даже показать какую-то идею. Давайте я покажу идею. Ну, вот есть вот эта, наверное, идея. Так. Как ее оформить? Ну, какие-то надо даже вот, что-то типа такого смотреть. Понятно, она сейчас не проходит, но вот. Так. 39 есть. 39 ловит, кстати, шашку. Ну, надо типа этих идей, то есть я идеи показываю просто. Смотреть, там можно по-другому уже построиться чуть-чуть. То есть моментов много интересных. Но видите, страшно даже вот если в русские шашки, вот многие смотрят канал, кто русские шашки занимаются, то есть, ну вот, допустим, структура очень, очень страшная. Шашки расположены очень негармонично. Поэтому вот Харм Вилсма, видите, такие интересные ходы делает. Вот поэтому я говорю, что партия очень интересная. Видите, он укрепился на случай, с одной стороны острый, а с другой стороны он укрепился на случай нападения на эту шашку. Все-таки, если подведет 8-13, видите, двоечку выводит, то есть, если подведет 8-13, то получается 14, 9 и вот эти шашки, то есть это 5 нападений. А защит, по идее, только 4. И вот... Давайте дальше смотреть. 7-12. 32 и 4-10. Ну вот уже момент такой. Давайте я покажу на примере, что уже стоит... комбинация сейчас не очень хорошая, да, вот это вот, понятно. Но будет стоять вот эта идея. Почему 4-10 сделают? Вот эта идея будет стоять. То есть, если даже где-то вот нападает, и будет вот опять эта идея, где-то стоять идея, и она неприятная. Плюс, тут не всегда можно будет на 23, потому что 14-19, и опять пойдет атака, либо
32-28, 14 и могут занимать фланг 17-22. Тоже тут интересно будет. Но это надо смотреть в зависимости от хода. То есть это я чуть голословно там показываю вам. Может оно и не сильно, ну, можно сказать, наглядно в этой позиции. Ну, 14-19 ходит. Ну, и вот здесь вот интересно, конечно. Наверное, можно было, конечно, сыграть как-то поспокойнее. Можно было 42-38 сыграть, да. Можно было и 50-45 здесь сыграть в этой позиции. 50-45 сыграть в этой позиции. Было бы поспокойнее, так непонятно тоже, если 9-14, грубо говоря. Так, вот, кстати, на этот ход тактика, наверное, не проходит, да. Тактика есть, видите, но она не проходит здесь. Сюда и сюда получается. Ну, тактику надо ловить, вот когда вот это вот построение везде, когда это построение идет, то тактику надо ловить, конечно. Вот эту вот особенно. Отсюда дальше, если 40-35, отсюда надо ловить тактику. То есть такая позиция интересная достаточно. Тут еще, возможно, какие-то идеи тоже. Отсюда, возможно, какие-то идеи есть. То есть моментов интересных много, наверное, будет. Ну, вот весь Харм Вилсма, видите, в чем весь Харм Вилсма, я тут поставил тоже, вот потом буду давать в комментариях нотацию, в нотации партию. Получается 35-30, видите. Интереснейший ход, банал. И вот надо как-то действовать черным. И еще важный момент. Я на эту тему как-то хочу все-таки многие вещи там сделать по каналу. То есть показать, вот насколько неприятны вот эти переходы. Я неоднократно говорил на канале. С одной позиции, с одного типа позиции в другую. То есть чисто вот когда мы смотрим, да, ну вроде бы это как-то, ну, перешли, да, вот посмотрели позицию. Но, понимаете, это партия и переход с одной позиции на другую, это, как правило, некомфортный переход, некомфортную смена обстановки, то есть с комфортной обстановки на некомфортную. То есть, ну, это много где и психологии, и сейчас нейрофизиология описана. То есть это очень неприятно. И вот с этой точки зрения, конечно, Харм Вилсма, ну, играет, ну, шикарно. У него такие вот, в основном, и идут такие вот партии, очень много таких на всяких случаев партий у него, то есть он, ну, я считаю, он уникальный поэтому вот, по этим играм человек, вот, по этим по переходам. 12-18, 36-31. Ну, вот идея основная вот этого всего, что нельзя по стопроцентным правилам ходить так, и получается на 4 бой. И вот эта вот идея будет стоять постоянно. И она очень неприятна, очень неприятна. Если играть, то очень неприятно. 1-7. Ну вот опять. Получается здесь отдать одну победу 3 стоит. Ну 37-31 получается. Опять вот эта вот идея. Видите, стоит. Я еще раз хочу повториться. Потому что она основная идея практически в этой позиции. То есть 16-21, и вот я бы сказал типично голландский ход. Я бы, кстати, так не пошел. Вот у меня как-то с русских шашек по-другому чуть выработалось все. Наверное, на этот ход, кстати, не пошел бы, то не пошел, но на этот ход я что-то вот думал и пропустил чуть-то в аналитике. Не знаю, может даже вот это и есть идея. То есть как-то... Не знаю, чем она закончится. И на 32. Ну, вот как-то так и заканчивается она достаточно благоприятно, наверное. То есть, видите, получается на 43. Так. И непонятно тут, не совсем понятно, куда ходить. Так. А, по 7 шашек? Ну, по 7, ну, ничего нет абсолютно. Позиция-то ничейная. Сюда, потом сюда. Ну, то есть ничейная она.
Поэтому, видно, Харви Вилсон ходит 31-27, ну, чтобы опять вот эти были идеи. Но я бы сказал, вот занятие пунктов и молодежь многое занимает вот так вот сразу пунктов. И особенно там вот есть старшее поколение, достаточно типично для голландских, именно голландского стиля игры. Очень много людей так играют. Уже молодежь там чуть-чуть вот по-другому. Они другие. То есть они уже много впитали со старой школы, и много очень у них и нового идет. То есть у них там много аналитики. То есть, ну, понятно, сейчас очень хорошая, то есть команда вот эта голландская собралась. Они готовятся постоянно. То есть сборы, ну, понятно, что они каждый приносит что-то новое. И вот там чуть-чуть по-другому они играют. 21-26, 48. Ну и вот позиция такая ключевая, я бы сказал, наверное. Вот 5-10 пошли. Одна из ключевых. Не это, может, не ключевая, но одна из ключевых. Здесь был ход Т8. Ну вот почему он его не обнаружил, опять, это чисто уже на уровне психологии. Здесь, если 42-38, то получается вот эта вот схема, и непонятно, куда, видите, ходить. Играли, она интересная позиция, конечно. Вот это очень интересно. Может, Харви Вилсон стремился к этой позиции? Не знаю, тут сложно сказать. Но видите, с одной стороны здесь шашек не хватает у белых, а с другой стороны, видите, центр. Тут очень острая была бы позиция, конечно. И интересно было бы играть. Если 47-41, то вот здесь 19 как раз-то. И непонятно, куда ходить, то есть на 14 грозит. Здесь все-таки, видите, неудачно расположены шашки, и здесь вот эта вот дырка большая. То есть, если как-то 32, то вообще будет вот этот ход. В принципе. Ну, тоже позиция очень сложная. Тут боюсь сказать, что тут будет, но как-то позиция мне не нравится, если честно. Хотя есть идея, кстати, есть идея. Да. Не нравится, может, он и увидел, да, кстати, момент может такой быть, сюда, то есть, если сюда ходить, да, может, я ошибаюсь, кстати, но, видите, Харви Вилсон, то есть, очень глубоко все видит, я думаю, что и сейчас у него расчет очень приличный, тем более, как я вам говорил, что по одной партии играют, ну, на партию, понятно, что у него сил хватает еще, но вот такой момент там получается. Так. А если отдавать, да, куда-то 14. Так. Сейчас, секундочку. Ну, так оно без шашки, в принципе. С одной стороны, вот эта громадина такая, с другой стороны, без шашки. Ну, надо смотреть позицию. Вот эта позиция, конечно, сложная. И чисто вот я даже не буду ее смотреть. Чисто, конечно, если в партии получается по расчету, то, наверное, очень сложно смотреть позицию черным. И вот если он видит этот вариант, я думаю, что он просто отказался от него. Поэтому вот давайте еще посмотрим, что тут. 47. Ну, 19 вроде бы и надо. Ну, я вот думаю, что да. Наверное, ошибался чуть, видите. Харви Вилсон. Ну, да, наверное. Да, великолепно, конечно, играет. Я вот сейчас понял, что лучше мозг Харви Вилсона, чем мозг компьютера. То есть я с компьютером, понятно, подсматриваю многие варианты. Ну, вот да, получается, видите, наверное, вот эту идею, чувствую, соперник увидел и вот не пошел. Да, видите, приятный сюрприз. А вот сейчас вот даже, когда вот сразу не видел это по аналитике, но вот сейчас вот, когда смотрел позицию, то получилась комбинация очень интересная. 42. Ну вот в партии получилось, видите, 26-31. Опять, если 3, то здесь вот надо было, вот это была ключевая позиция, смотрите. Значит, 3-9 получается, 39-33 надо и 19-23.
Ну, я вот не вижу, покуда основная ветка, вот у меня, что я вижу, это 47, 41, 12, 33, 28. То есть вот эти вот идеи не проходят. Не проходят. Почему? Потому что бьем на 19. То есть, если сюда бить, то вот эта тактика есть здесь, получается. И вот здесь 18, тогда 23, и все нормально. Ну, а в принципе так, куда тут ходить? Давайте попробуем сюда. Ну, вот позиция здесь, конечно, позиция очень острая, потому что девятки нету. Позиция очень острая, очень интересная. Тоже можно испугаться и можно не пойти, в принципе. Ну, вот. Позиция, кстати, оказалась не такая простая. Да, вот первоначально, что я смотрел, и не раз смотрел эту позицию, и вот сейчас вот, когда уже комментировал, видите, получается, что Харви Вилсман достаточно глубоко посчитал, но чего, собственно говоря, от него и ждал. То есть я сразу при аналитике, ну и даже с компьютером, видите, сразу не видел, ну, конечно, все-таки гениальный шашист Харви Вилсман. И я еще думаю, что он долгое время нас будет радовать хорошими партиями. На этом я сегодня заканчиваю, и до новых встреч.